Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что этим вечером 8 мая вы собрались у экранов своих гаджетов и, собственно, ждете наш сегодняшний эфир. Степан Демура на связи прямо сейчас. Степан Геннадьевич, здравствуйте. Добрый вечер. Всем большое спасибо за то, что шлете прям поздравления, какие-то мысли по поводу всего происходящего. Поздравления там для Украины со сделкой тоже будем обсуждать. Правда, едкие по большей части, но тем не менее шлете. Конечно, у Трампа все хорошо, это тоже будем обсуждать. Долетели лидеры в облет, в объезд, в обход, но тем не менее представительство в Москве большое. В Киеве тоже праздник, как праздник, День памяти, да, День Победы и памяти. В общем, это все перехлестнулось и вывалилось в некое подобие перемирия, о котором Киев официально молчит, дает понять лишь намеками, и команду вроде как дали, военным, да, но мы видим, что перемирие не шибко работает. Значит, все это и много больше, ровно как и феерическая сделка, которая, в принципе, подтвердила пошлины США и Британии, но дали рост рынку США. Мы будем обсуждать переименованный залив, разбушевавшийся Израиль, но вначале о правилах. Все банально просто. Предварительно свои вопросы можно оставлять в сообщество YouTube и писать в закрытый клуб зрителей Шайлиста в Телеграме. Если хотите прям никого не ждать и финальной сессии вопросов, чтобы началась она именно с вашей, с вашего участия, с вашей инициативы, QR-код, если работает, конечно, да, QR-код, который на экране. Это возможность внедриться, так сказать, текстом, чтобы его увидели все, со своим предложением, мыслью, пожеланием, чем угодно. И, конечно, после сессии вопросов заблаговременных перейдем к онлайн-общению нашему традиционному с чатом трансляции, но чтобы чат не дремал, есть голосование. Вообще, на самом деле, такая кавалькада событий, очень много разного, да, там такой, не знаю, по-настоящему важный какой-то период, кажется, да, и в контексте глобальном, и в контексте российско-украинского противостояния. Но вот такой вопрос. Судя по последним событиям, кто геостратегически, то есть глобально, за последний период, мы раз в неделю со Степаном Геннадьевичем встречаемся, кто набрал очки, больше набрал очков для своей страны, это важно, для себя, для позиции власти в этой стране. Варианты ответов: Китай, Россия, США, Украина. Степан Геннадьевич, с этого максимально общего, но очень нужного вопроса предлагаю начать, потому что, кажется, какофония, никто не может разобраться, а кто ж побеждает и в чем? Я бы, наверное, переформулировал немножко вопрос, а кто не получил в очко? Тогда ответ будет простым: все получили. И вся какофония моментально разрешается и предстает перед вами как вполне упорядоченный процесс. Ой, честно говоря, я так скажу, я забил вообще я много раз говорю, что я забил на на весь информационный шум, вызываемый Трампом, потому что, повторюсь, я наблюдаю действия его так называемой команды, увольнения, то, что они говорят, какие решения они принимают. Я пришел к одному простому выводу, что у ребят конкретный синдром Даннинга-Крюгера. Это когда пациент настолько неадекватен, что не в силах даже осознать свою неадекватность внешнему миру. Это синдром поразил практически всю мировую элиту, за редким исключением, я бы сказал, наверное, персов и, возможно, китайцев. А сам Трамп, слушайте, нарциссический имбецил в чистом виде. То есть Ох, как чел вообще конкретно. не понимает, что происходит. Он не в состоянии даже понять некоторых элементарных вещей. Главное, что у него все великое, прекрасное, замечательное. Такого никогда не было. То есть, реально дебил. Знаете, все думали, что это у него такая хитрая стратегия.
Он, наверное, последователь там стиля Шаолинь под названием «Бешеная обезьяна». Знаете, делает много-много движений, так никто ничего не понимает, потом раз удар, противник лежит. Не, он просто дебил. Ребята, он реально умственно неполноценный. Ну, все. Если вы будете подходить с этой точки зрения, то, слушайте, никаких загадок не будет. Ну, что-то несет себе там у него все всегда, он всегда побеждает, супер-мега-пупер сделки. Правда, ни хрена не работает. Ну, ладно. Но если ответить на ваш вопрос, там Китай был в списке? Да. Я думаю, Китай набрал больше всех очков. По одной простой причине, что на Ближнем Востоке все идет по плану, все движется к большому кадабуму. В Европе то же самое, в Украине то же самое. Трамп уже которую неделю ждет звонка от китайцев, ждет, что те приползут и скажут: о, великий Трамп, мы осознали неправедность путей наших. Но китайцы, в отличие от, скажем, тех же кремлевских, действуют как и британцы, действуют как и персы, то есть иранцы. Очень правильная позиция по отношению к Трампу. Да пошел ты. И Трамп сталкивается с такой позицией, когда вот он распушил свой павлиний хвост, вот сейчас все самки прибегут, а самки... так он и потеет, пошел ты. И все, и он сдувается тут же, ничего сделать не может. Поэтому все эти разговоры о том, что Китай там начинает экономика схлопываться, знаете ли, да, действительно, там жуткие сейчас проблемы в экономике китайской, но я вам так скажу, что проблемы в американской экономике только-только начинаются по одной простой причине, что буквально вот сегодня-завтра последний контейнеровоз только пришел из Китая. Если вы посмотрите на трафик порта Лос-Анджелеса, он нулевой. То есть его не стало. И посмотрите, скажем, на трафик портов Китая крупнейших. Практически никакого изменения нет. Ну, потоки, во-первых, переориентировались на другие рынки, а во-вторых, китайцы очень быстро со своими, скажем так, партнерами, называемыми, нашли способы экспорта китайской продукции через не китайцев. Вот и все. Например. Ну, смотрите, вы как-то вот вообще идете против тренда дня. Сегодня же рынки у США растут, Ну, растут, они с растут, и что? британцами подписали самую замечательную сделку. Правда, там осталось 10% пошлин для Британии, как и было А объявлено, до этого сколько было? ну, до этого так и не было пошлин, стало 10%. Ну, это же прекрасно. А размер британского экспорта в США какой? Не напомните. Где-то там, по-моему, внизу. Но это прекрасно, да, да, да. А вот до начала всей этой истории с тарифами у британцев как было? Ну да, 10% тариф на малюсенький импорт. Импорт Трамп получил замечательно, прекрасно. Но рынки-то растут. Растут, а куда им деваться-то? Говорит, покупайте акции, покупай, Да, торопись. да, да, Америка снова будет великой, если вы сейчас не купите, таких цен больше не будет, и вообще вы лохи, если не купите. Так что покупайте акции, покупайте. В случае чего, потом Трамп будет виноват. Напоминает что-то с МММ связанное. Да как вам сказать, тут вся современная финансовая банковская система – это МММ в чистом виде. Просто система МММ Мавроди, она была организована, ну, скажем так, что первая, ну, вторая там уже вообще был беспредел. Он, правда, об этом и говорил сам. Она была организована как современная банковская система с частичным резервированием. Просто во второй раз МММ Мавроди из этого секрет не делал, а банкиры и финансисты из этого всячески делают секрет, что это МММ. А именно, что, скажем так, выплаты предыдущим вкладчикам делаются за счет вновь поступающих. Все. Это любая банковская система с частичным резервированием так работает. А в Америке норма частичного резервирования вообще практически ноль. На минуточку. Парад в Москве. Много проблем наделали украинские дроны.
Причем эти проблемы дня вчерашнего, позавчерашнего пытались как-то разрешить сегодня. То есть там фигурируют цифры, что 60 тысяч человек не смогли полететь. Ну, в общем, майские праздники. Ну, это из-за, скажем так, организации сетки полетов современными авиакомпаниями, которые экономят на всем. Грубо говоря, если у вас пара самолетов где-то застряла, то у вас начинает рушиться все расписание. Это такое, ну, это был маленький масштаб, а чтобы вы понимали весь идиотизм современного авиационного бизнеса, я напомню вам страшную историю, которая произошла в Америке, по-моему, лет 5 или 6 назад. Когда то ли American, то ли United, короче, вышли из графика на неделю, они не могли восстановиться неделю. Просто потому, что в Хьюстоне шел сильный шторм, и всего 10 самолетов не смогли вылететь вовремя. И все сложилось. Представляете, да? Ну, это вот консультанты современные, да, оптимизаторы, которые эффективные менеджеры, которые не имеют представления о том, как отрасль работает вообще. Поэтому 60 тысяч человек, это на самом деле, ну, это много, но это совершенно ожидаемое событие, когда у вас аэропорты, скажем, закрыты на несколько часов, и рейсы отправляются в другие аэропорты. Поэтому я не знаю, как долго они будут входить в расписание, но совершенно ожидаемое событие. Никакого ущерба ну, не предъявлено по итогам вот этих налетов. Их было там 3, 4 или там 3,5 волны, потому что были еще одиночные. Даже когда уже вчера приехал Си Цзиньпин в Москву, то есть сообщали о том, что летели там один раз 2 дрона, второй раз 2 дрона. Этот обстрел, он должен был быть, ну, таким последним. И, судя по всему, мы делаем вывод, что он и будет последним со стороны Украины по территории России. Потому что сейчас вроде как вступило в силу перемирие. Но оно тоже какое-то никакое. Идет, идет Это атака. пропагандистская, кремлевская пропагандистская шутка, потому что, когда вы сказали о последнем обстреле, если бы в Кремле сидел другой человек, он действительно для Украины мог бы стать последним. А так, последний на время. Ну, я имею в виду, что идет атака на Теткино в Курской области, сообщали о боях прям. То есть это не просто там Да, перестрелка. там вообще жесть. Там Зеленский еще раз подтверждает тот факт, что он полезнейший из полезных идиотов. Там жесть вообще. Хохлов там режут. Ну, там мясорубка. Просто тупая мясорубка. Потери, я не знаю, там 20-30 к одному. Это только на линии фронта. Что творится в тылу? Собрали, грубо говоря, все резервы, которые были. И ради политических целей, захвата там или удержания очередного куска Курщины к 9 мая, просто кладут технику и людей. Деревни, грубо говоря, забиты резервами. Ну, по ним работают и ФАБы, и ракеты, кто по ним не работает. Плюс дрончиков нагнали очень много. Поэтому там просто мясорубка. Тупо уничтожают украинцев вместе с техникой. Фотосвидетельств огромное количество. Что будет на других участках фронта? Ну, это прекрасный подарок, на самом деле, вооруженным силам Российской Федерации, которые сейчас начнут двигаться еще быстрее. На других участках фронта. Но с другой Гениальный ход. стороны, именно, Это гениальный ход. именно сегодня, ну, там Сырский говорит, все хорошо. Но у него всегда все хорошо, слушайте. Если Сырский, 100 грамм с утра, все Сырский, будет отлично. Это по себе Сырский, он помню. как Трамп получается. У него тоже всегда все превосходно и отлично. Но сегодня очень странное сообщение поступило от того же Сырского. Это вот у него недавно все было хорошо с Курской операцией, которая продолжается. А сегодня поступило сообщение, что он, ну, как бы Украина готова к любым вариантам завершения войны. Вот сказал это Сырский. Все следят за тем, как идет перемирие трехдневное, что там вообще с парадом. Парад будут смотреть все. Но поступает сообщение, что ВСУ перебрались на другой берег Днепра. И сейчас в районе Антоновского моста пытаются, ну, завязался бой и пытаются занять там какой-то плацдарм. То есть ВСУ перешли реку. Зачем? Слушайте, ну, такое уже было, да. Сколько там морпехов положили впустую, удерживали несколько опор моста и Крынки какое-то время. Ну, еще раз говорю, я много раз говорю, что Зеленский полезнейший из полезных идиотов, которых может только найти. Ради политических целей
Он уложит вообще все ВСУ и всю технику. Без промедления. Пусть действует. Всяческих успехов, как говорится. От сердца к сердцу. Сердце к Ну, а солнцу. как это что называется? Называется идиотизм. Политический идиотизм, который стоит уже теперь десятков тысяч жизней солдат и хрен знает какого количества техники огромной. Говорили, что если сорвется перемирие, то ударят орешником. Ну, как бы поводы есть. Вы знаете, я думаю, что все эти сказки про орешник в этот раз запущены синюшными лампасами из Министерства обороны Российской Федерации, которые просто в очередной раз в свое время они проспали Курск, а сейчас они проспали мощнейшую, самую мощную атаку дронов. Вот и все. Ну и чтобы общество особо не бурлило, не возмущалось синюшными лампасами в очередной раз, они запустили эту мульку. И она разносится всеми пропагандонскими каналами сейчас. Что вот цели определены, и вот мы сейчас орешник. Ну, слушайте, зачем использовать орешник по целям, а главное, центры принятия решений, да, в Киеве, там еще что-то. Тогда можно спокойно послать обычный Искандер. Орешник для этого предназначен. Но пропагандонцев это не интересует. Они, как и многие, не всем знают матчасть. Тимура ждет провокаций на завтрашнем параде? Я думаю, провокация будет на самом деле не на московском параде, а наверняка в каких-то других городах. По одной простой причине, что, судя по всему, под Москву стянули огромные силы ПВО, соответственно, оголили какие-то другие районы прикрытия. Поскольку американские разведданные идут, все это они видят в режиме реального времени, значит, скорее всего, американцы с британцами выберут другие цели, и доблестные украинские воины света под чутким руководством американцев ударят по тем целям. Скорее всего, так и будет. Вообще парад такая цель законная, Ну, военная? чисто пропагандистская, да, цель. Ну что, в 80-летие Победы собрались лидеры там крупные, тот же Си Цзиньпинь. И вот перед их светлыми очами по марширующим колоннам что-то прилетает. С одной стороны, это, конечно, мощнейший пропагандистский шаг, но с другой стороны, если это произойдет, я думаю, как правильно написал товарищ Медведев, Киев может и не встретить 10 мая после этого. Причем не обязательно ядерное оружие использовать просто. Это будет последний пропагандистский, скажем так, теракт со стороны Украины, если они это сделают на Красной площади. Я более чем уверен. Понимают они это, не понимают, не знаю. Это все зависит от того, сколько дорожек они с утра принимают. Нет, ну погодите, с другой-то стороны. Ведь все крутится вокруг этого 80-летия, насколько я понимаю. Потому что круглая дата, большие гости, Да, прошлые поэтому парады. давайте сделаем что-нибудь эдакое. Прошлые Вот парады как-то эдакое. мало интересовали в этом смысле, в смысле продолжения там, эскалации войны Ну, в сторону. правильно, но это же, смотрите, это нагнетается и с одной стороны, вот 80-летие, мы там с фашистами боролись, сейчас снова с фашистами боремся. Соответственно, другая сторона, видя, как это нагнетается, думает, а вот если мы сейчас что-нибудь эдакое сделаем, вот так вот большую такую кучку им положим на Красную площадь, то, наверное, режим зашатается. Да, это будет мощнейший пиар-удар, который мы так давно ждали, так пытались получить. Ну, это естественная пропагандистская война, составляющая любой войны. Просто последствия этого, ну, как всегда, будут понятны. Я уже много раз объяснял, почему считаю украинцев необучаемыми. Потому что, ну, вот с Крымским мостом, да, вот укус. Комар делает укус, медведя кусает медведя, там чешется больно. Ну, а медведь потом берет дубину там вообще и стучит по всему подряд, не разбираясь. Вот всегда так происходит. Если что-нибудь сделают на Красной площади, я думаю, что Украину моментально, во-первых, отключат от рубильника. Будут уничтожены очень много сладких целей на Западной Украине, которые практически разрушат и энергетическую логистику, и военную логистику между Европой и Украиной. Ну и, наверное, вынесут к чертям собачьим все порты. Ну и на этом песенка, по большому счету, Украины закончится как государство.
Потому что, насколько я знаю, понимаю, Кремль совершенно четко предупредил хозяев, пиндосов и британцев, что, ребята, если вы хотите это сделать, делайте, но последствия будут такими, нам глубоко наплевать. Ну, разумеется, посоветовавшись с китайским поприщем, когда сказали, да, давай-ка их моем. Поэтому ждем. Хватит ума у американцев и британцев. Не хватит. Но все равно к этому все идет, потому что будет эскалация, они будут эскалировать, потому что война уже стала войной Трампа. Он как петух не может себе позволить ударить в грязь лицом теперь. Соответственно, война до победного конца. Ну, а победный конец Западу не светит, в принципе. Ну так можно же присоединиться к России. У нас многие Кто? обвиняли. Трамп? Да, у нас многие обвиняли Трампа, что он Да, занял ну, сторону слушайте, России. слушайте, ну какая страна России? Ну, чтобы присоединиться на сторону России, во-первых, нужно сначала признать свое поражение. Американцам нужно признать поражение в войне. Поскольку они признали себя стороной конфликта, что именно они воюют с Россией. Второй, Трампа нужно признать, что это его война. Потому что, знаете, он выходит и говорит, это война Обамы, это война Байдена. А вот и хочется так спросить, слышь ты, клоун, а ведь с 16 по 20 год ты был президентом? Был. И что же случилось с Украиной с 16 по 20 год? А размер вооруженных сил увеличился больше, чем в 4 раза. Возникло 20 передовых баз ЦРУ. Украина получила новое оружие, наступательное в том числе. Те же джавелины, много чего получила. И, между прочим, с 16 по 20 год, именно в 17 году, был подписан такой тем же Трампом документ очень интересный о концепции противодействия России. Концепция, которая влегла, в общем, в основу дальнейшей политики по заманиванию Путина в украинскую аферу. Концепция заключалась в том, что нужно всячески раскачивать режим Путина изнутри, чтобы он рухнул. Ну, там собирались использовать Навального как предлог для введения страшных санкций. Но использовали, Путин клюнул на удочку, полез в Украину, использовали это. Ну, рассчитывали на то, что после санкций экономика сложится, российская. Ну, не сложилось, и все у них как-то тоже по плану не сложилось. Но этот план был подписан и внедрен планом Трампом, и, в общем, Трамп действие этого плана не прекращал. Поэтому, когда он открывает рот, не стоит ему верить. И все. Поэтому Ну, ему еще раз, американцам, нужно признать несколько очевидных вещей. Что, во-первых, страна конфликта не может быть арбитром по определению. И все их потуги, скажем так, оторвать, как-то восстановить статус-кво своего 60-летней мудрейшей на самом деле политики по отношению к Китаю и к России, которую они угробили за 2 года, путем смены режима бесполезны. о Китае и России, Степан Геннадьевич. Си Цзиньпин подписал целую пачку документов вместе с Путиным. Что существенного подписано, потому что предоставили только список и название. Не знаю, честно говоря, я не знаю, не отслеживаю, честно скажу. Потому что, ну, ситуационно партнеры, враг один пока что, да. Китая сейчас ситуация экономическая не ахти. Близится, я думаю, на самом деле, реальное противостояние со Штатами в Юго-Восточной Азии. Поэтому, ну, что там, ну, дружба, жвачка, мир. Ну, Сила Сибири. да, там сила Сибири-2 вдруг всплыла. Китайцы там плевались раньше, а сейчас давайте Сибирь-2. Вопрос в том, смогут ли кремлевские воспользоваться ситуацией, сказать, слушай, дорогой товарищ Си, ну, газ будет дорогой, да. Ты нас нагнул, сила Сибири-2, а теперь мы тебя, сила Сибири-1, вернее, а мы тебя, сила Сибири-2. Будем квиты, как говорится. Смогут они это сделать, не знаю. Но, в принципе, в такой ситуации, когда два партнера пользуют друг друга в одно место при любом удобном случае, это вот ситуация между, на мой взгляд, Россией и Китаем. А, Китай всячески пользовался той ситуацией, в которой была Россия. Например,
вот это вот китайское дерьмо под названием автомобили. У нас в России они продавали там, практически делали два конца. Теперь Китай попал в похожую ситуацию, значит, по идее, надо воспользоваться ситуацией и тоже где-то как-то хорошо нагнуть. Смогут это кремлевские сделать? Не знаю, поэтому все эти подписания документов, это, конечно, замечательно, прекрасно. Бумага-то на все стерпит, а вопрос в том, а как это все будет выполняться, как это будет притворяться в жизнь. И далее по списку. Об отношениях России и США, вот вы так отмели, говорите, вот, говорите, что там, какие, враг общий. Вообще выходит помощник Путина Ушаков, говорит, разговариваем по Украине каждый день. И Каждый толку. день. Нет, и толку. Разговаривают они по Украине каждый день с товарищем Витковым. Товарищ Витков, он кто? Он девелопер. Ну, он уже присягу принял, подождите, он Да спецпосланник по хоть там Ближнему раком стал Востоку. из выражения. Ну, принял он присягу, он девелопер. Он всю жизнь занимался девелопментом, бабки считал. И недвижимостью занимался. Чел не имеет вообще ни малейшего представления о тех проблемах, которые есть в мире. Что такое Украина, что такое Ближний Восток, что такое Россия. Какой у них менталитет, зачем и почему все возникает. Ну, без понятия. Но чел разумный, приезжает, когда ему объясняют, кто такие печенеги и половцы, через 5 часов до него что-то начинает доходить, условно говоря. Вот с этой информацией он едет обратно к своему боссу, к Трампу. И начинает ему это объяснять. Трамп еще больше лох. То есть, ну реально, ну человек лох. О, да, да, вот. За 24 часа, конечно, здесь не получится, да. И за 100 дней не получится. Но мы Украину и Россию сдрючнем, и они все на все согласятся. Витков ему говорит, ну, чувак, дорогой друг, как-то вот не получится Россию сдрючнуть сильно. Угу, угу. Тут подходит такой маленький мальчик Рубио, известный неокон и любимый пудель товарища Идельсона, жена которого дала на выборную кампанию Трампа 100 миллионов долларов, и поет ему в другое ухо. Как же так? Мы же империя, у нас же мир через силу. Нельзя так с русскими слюни пускать. Нужно жестко, нужно жестко. И Трамп, говоря одно после того, как у его уха принадлежало Виткову на следующий день после общения с Рубио, делает прямо противоположное заявление. Нет, хорошо, что разговаривают, просто я не вижу смысла в этих разговорах. Вот честно, ну поговорили, замечательный результат где? И когда он будет? И будет ли вообще? А между тем, соглашение о этих мифических редкодемах начинает действовать. Начал, вернее, уже действовать. И американцы начинают наполнять бюджет этого фонда военной помощью новой. Вот там старый израильский Патриот подогнали, там еще что-то подогнали. F-16 разобранные части и тому подобное подогнали. Если Трамп хочет завершения войны, значит, что нужно прекратить военную помощь, нужно прекратить помощь страны разведки. И тогда, да, можно договариваться. Хоть на перемирие, хоть на вечный мир. Но это уже не делается и сделано не будет. Потому что тогда Трамп будет выглядеть слабо. А он не может себе позволить выглядеть слабо. Потому что он супермачо. Павлин. Вот и все. Но с другой стороны, опять-таки, мы с вами не то что спорим, а дискутируем. Рейтерс сегодня потрясающую новость выдает на гора, говорит о том, что США и Россия договариваются, как качать газ в Европу. Ну да, Ух, Рейтерс выдает на гора, да, да. Еще Вашингтон Пост периодически что-то на гора выдает. Нью-Йорк Таймс. Ну, там, знаете, в интернетах пообсуждать, да. нет, просто подождите, после подписания этой сделки, которую никто не видел, двух документов, которые к ней Да, прилагаются, да, да, ратификация была очень интересная. Пришла да, да, посол, да. временная поверенная.
вот это, да, и она пришла, то есть там, она была на комитетах, когда депутаты обсуждали, подключали по зуму ее, она пришла в Наверное, с парламент. папочками каждому депутату. Вот здесь 20 лет, вот здесь 2 по 20. Ну, тут Я думаю, санкции так и было. просто Соединенных Штатов, да. То есть, Заметим, что Зеленского подписи нигде нет. Документ подписывал не он, ратифицировала Рада, а у нее ручки вот они. А если посмотреть даже на ту информацию, которая есть, у кого-то она есть более, и у кого-то ее больше, у кого-то меньше, то Трамп хотел все. Его послали бриты. Сказали, не, чувак, вот логистика, портовая инфраструктура, энергетическая инфраструктура, это нам уже отписано. Вот бумажка. Трамп сказал, ну ладно, я-то возьму, что осталось. Так оно и получилось. Ведь из того, что он хотел, действительно, ну, геостратегически важного и лакомого, он ничего не получил в этой сделке. Получил какие-то мифические редкоземы непонятные и какие-то мифические будущие проекты. И все. Но зато можно выйти к американцам и сказать, смотрите, какой я крутой. Я таки всех уломал, мы сделали, достигли прекрасного соглашения, это замечательная сделка для Америки. Мы вернем триллион, если не 2. А на поверку что? ну, просто Что он получается, получил на поверку? Вот получается сейчас, ничего. сейчас очень интересная ситуация. Ну, многие там украинские комментаторы, разные люди, аналитики говорят, что да, это, ну вот, как бы, ну, колония 21 века, да, вот получилась. Ну, если Но подождите, Да, но с да. другой стороны, колония, ну, выбора не было, да, нужно было. Зеленский, понятно, нахваливает эту сделку, говорит, вообще просто неимоверные перспективы. Трамп тоже, как вы сказали, наверное, точно так же. Ну, он сегодня отвечал на вопросы журналистов, точно такая же история. Все просто неимоверно. Сейчас будет золотой дождь, американцы дадут денег, будут добывать, нам перепадает кусок сала, сами там С себе горылкой. да, сами, в общем, будем жить, не тужить. Это вот такой основной тренд. Те депутаты, которые там в хвост и в гриву песочили эту сделку, раз, и все проголосовали. Все. Потом начинают сейчас отмазки какие-то лепить. А чего-то, а ты же говорил, не будешь. Ну, нет. В мирное бы время не Нет, проголосовал. а вот сейчас, да. Война нынче, да, понимаете? Но тогда получается, что если следуя логике вот этих комментаторов разного толка, ну получается, что США должны вступаться и воевать за свою колонию. Там, во-первых, никаких гарантий не прописано, ничего, да. А во-вторых, то, что они получили по этой сделке, да, договариваться они будут с Россией, что они будут получать с этой сделки. И вообще, куда их и к чему допустят на самом деле. Поэтому еще раз, Вы это ни о имеете в виду чем. неподконтрольные территории? Конечно. И потом вопрос, а сегодня контрольный, завтра непоконтрольный. Ситуация, говорится, флюидна. Но, в принципе, Рубио очень хорошо подставил все время. Что Руби, это не окон, это имперцы. Да? Я говорил, что Трамп сел на трон империи. Поэтому во внешней политике, по большому счету, ничего не изменится. Ну, с поправкой на буйность Трампа, да, и его, скажем так, умственную неполноценность, если называть вещи своими именами. Что вы так ругаете Трампа? Слушайте. Да не, понимаете, почему я его ругаю? Потому что И у него имбецил, был и шанс. Еще раз, у неполноценность. него был шанс. У него был шанс. Он его просрал. У него был шанс что-то реально изменить в Америке и пустить империю по, скажем так, плавному, медленному пути угасания. А он сделал все возможное, чтобы этот шанс, извините меня, просрать. И теперь мы будем просто наблюдать тупо крах империи. Ничего хорошего в этом нет, ни для кого. Ну и потом, понимаете, он еще начал, вот лично меня начал раздражать. Сначала весь этот его идиотизм он умилял, потом веселил. Ну, надо же такого дурака президентом избрали. А теперь он уже даже не утомляет, он реально раздражает, потому что начинаешь понимать, что между ним и Байденом разницы никакой. Только тот был такой тихий овощ, спокойный, а это такой же овощ, только буйный.
Нет, Ничего хорошего в смотрите, этом нет. я вас понимаю после слов на встрече с ну, FIFA, футбольным функционером, там же чемпионат мира в 26-м году будет у американцев в том числе, на полях. Соккер они называют. Сокер, да, да, да. Соккер. А, А есть American футбол, а есть сокер. да, так вот, Многомяч, как он я его говорит, что называю. для России хороший стимул закончить войну, чтобы их футболисты вернулись играть, ну, в лиге FIFA. Я вот сижу и думаю, слушайте, ну уже сколько не играют, да, с 22 года. А, Это раз. Во-вторых, Россия, конечно, тоже и Украина, и Россия это футбольные страны с постсоветского, ну, с такой большой историей футбольной. То есть я не отметаю. Но по большому-то счету, ну, были, конечно, яркие моменты, да, в футбольной истории одной и другой страны. Но так вот, если разобраться, в последнее время как-то вообще многим не до футбола. Имеется в Ну, виду. во-первых, не до футбола. Я не знаю, как в Украине у вас, например, шутка стандартная. Там, да, сынок, футболист. Есть такая профессия страну порочить. Ну, какой в России футбол? На каком уровне? Ну, если так разобраться. Ну, залив там персидский, который был там 2000 лет, теперь станет арабским. Это величайшее достижение. Что там? Ну, уже, слушайте, перечислять. Самое главное, что у людей даже нет плана. Понимаете, у них нет плана. У команды Трампа нет никакого плана. У них все меняется от того, какую новую информацию они вдруг получили. А получают они информацию, которую, извините меня, эти дебилы должны были основывать свои планы, прежде чем открывать рот и что-то делать. А тут надо же новые вводные. А откуда они взялись? А почему вы о них не знали? А где была ваша разведка? А она все знала, да. Ну, не доложила. А почему? Кто уволен? Кто наказан? Да никто. Ну, Уолтса уволили, конечно. Ну, и я думаю, там на самом деле его уволил, мне стало любопытно, поинтересовался, его уволил Рубио. Потому что Рубио, это, знаете, тоже такая амбициозная посредственность, которая метит в президенты. Он или Венс, да, сегодня была публикация. А они еще схватятся с Венсом. Вот увидите, Рубио еще схватится с Венсом. И не факт, кто кого выживет. Потому что то, как уволили как его, Уолтс, да? Мгм. Уолтса, его показательно уволили, еще показательно выпороли этой статьей в Вашингтон пост. Просто это вот в высшей степени унижения. И это все идет от этого самого, от маленького Рубио. И я не думаю, что Рубио на самом деле испытывает какие-то теплые чувства к Трампу. По одной простой причине, что Трамп уже однажды стал на пути его президентских амбиций. И сейчас чувачок начинает создавать себе резюме, что типа я и госсеком был, я и как этот... Ой, как и Киссинджер был одновременно советником президента по нацбезопасности. Ну, извините, то Киссинджер, а то Рубио. Да. И еще, я думаю, он еще подсидит Трампа. Потому что Трамп ассоциируется с Венсом, соответственно, чтобы подсидеть Венса, нужно подсидеть Трампа. Он его еще подсидит. Так что Трампик пригрел, как обычно, у себя на груди змеюку, гадюку. Что в первый срок, что во второй, то есть вообще в людях не бомбом. Вы вспомнили про Персидский залив, который стал арабским. Слушайте, Да, так, уже в Гугле. значит, два момента, причем таких очень важных. Значит, мы же и с вами обсуждали, там, хихикали тоже громко насчет того, что целая Америка бомбит хуситов. Ну, это была прошлая программа, позапрошлая. Да. Ну все, хуситов победил Трамп, так и сказал. Вообще-то Трамп капитулировал перед хуситами. Нет, это Не хуситы победил. капитулировали перед Трампом. Ну, да, да, да. Хуситы капитулировали, да, да, да. Правда, какой-то Значит, чтобы понять, выполз насколько этот какой-то выполз из рыжий Йемена. клоун балабол, давайте разберем историю. Значит, когда начался геноцид этих самых палестинцев в Газе нашими доблестными еврейцами,
А хуситы, единственное, кто что-то сделал существенно, именно сказали, ну, мы перекрываем вообще движение всех израильских кораблей и всего, что связано с Израилем. Перекрыли таки, утопили несколько кораблей, все жутко переполошились, если помните. Тогда была создана мощнейшая коалиция, в нее вошли британцы, немцы, американцы, еще кто-то там послал две лодчонки для борьбы с хуситами. Ну, начали они бороться с хуситами, там их бомбили сначала. Нет, они их не бомбили сначала, они сопровождали корабли, не очень эффективно тратя ракеты, доходило до того, что кого-то они взрывались на взлете у немцев. Ну, потом американцы очень быстро свернули эту деятельность, поняв, что, ну, вообще-то Аэджис, ну, можно перезарядить только в порту, в море нельзя. Максимум, что у них было на борту, максималка, это 86 ракет. Ну, и как-то ракеты там по несколько десятков миллионов отстреливать по две на цель по каким-то сделанным, как они говорили, из говна и палок дронов лапотников, ну, не камильфо, поэтому втихую все свернули. Ну, пришел Трамп, разумеется, хуситы также блокаду поддерживали. Он сказал, что вот с моим приходом Пентагон стал вообще круче в разы. Американские бомбы и ракеты стали на натуре мощнее в разы. Сейчас этих хуситов нафиг вообще покромсаю. Стал, значит, бомбить хуситов. Хуситы сказали, ну хорошо, раз вы бомбите нас, мы будем обстреливать ваши корабли. Начали обстреливать корабли американцев. Те стали тратить еще больше ракет, еще больше бомбить хуситов. Стали бомбить их инфраструктуру, как воюют цивилизованные страны. Еврейцы подключились, тоже инфраструктуру энергетическую, портовую. Значит. Ну, ничего не помогало. Хуситы продолжали обстреливать, корабли не ходили. И уже пиндосы второй раз осознали, блин, да у нас же боезапас заканчивается. И вообще этих ракет было выпущено 900 штук всего. Витков при помощи, по-моему, Омана, снова Витков, договаривается, общается с хуситами, с хуситским руководством договаривается. Ребята, давайте мы вас не будем бомбить, а вы не будете стрелять по нашим военным кораблям. По израильтянам ешьте сколько хотите, нас не интересует. По нам только не стреляйте. А то мы тут и самолет уже начали стрелять, вы чуть не попали. Ну, черт. Хуй сказать, говно вопрос, давайте вы по нам не стреляйте, а мы не стреляем по вашим военным кораблям. По всему остальному мы стреляем. Американцы сказали, не проблема, договорились. Еврейцы выпали в осадок. То, что с ними никто не проконсультировался, и, как сказал сам Нетаньяху, он узнал об этом из прессы. Это называется хуситы капитулировали. В результате все вернулось к статус-кво. Блокада есть, хуситы сейчас еще устроили воздушную блокаду Израиля. Американцы сказали, ну, извините, мы тут обосрались, поэтому хуситы капитулировали. Вот вся Ну, полная история. Израиль хороший удар нанес, достаточно мощный по хуситам, вот совсем Да, недавно. Израиль, еще раз, у еврейцев называют самыми умными, талантливыми. Я говорил и продолжаю говорить, что еврейцы самые тупые. Почему? Ну, потому что они открыли ящик Пандоры. А если мы заметим, ни хуситы, ни иранцы пока еще по энергетической инфраструктуре Израиля и по портовой не били, и по нефтезаводам, нефтехранилищам не били. А теперь будут. И как мы видим, что иранские, что хуситские ракеты с гиперзвуком спокойно проходят все эти три уровня обороны, в том числе великий американский СААД и тому подобное. Все, еще раз, ну, Биби, я уже несколько вот выпусков назад сказал, что Биби тупой, реально. Он, вот самая большая угроза для Израиля – это Нетаньяху. Потому что этим шизоидам нужна война, любая война. Если вы заметите, они делают все, чтобы с кого-то реально спровоцировать. Сейчас вот полезли на турков. Им эта Сирия далась. Вот кто сдал Сирию, а это были иранцы, они сейчас сидят. Теперь вы поняли, какие персы мудрые. Они Сирию на этих козлов скинули, те радостно ее заглотили, и все, она в горле застряла. Красиво было сделано. Я вам говорю, что, ребята, вот увидите, несколько месяцев там так начнется.
Теперь они пытаются с турками завязать какую-то войнушку хотя бы, спровоцировать на что-то. Потому что им нужна война, чтобы удержаться у власти. Будущее Израиля их вообще не волнует. Им нужна власть. Это власть, свобода для Нетаньяху. Причем тут Герцог, это президент Израиля, вдруг несколько дней назад сделал такое странное заявление, проверил, действительно сделал. Сказал, что в ближайшее время Нетаньяху примет радикальное решение, и в обмен на свободу от судебных преследований он уйдет из политической жизни. Ну, в Израиле хуцпа – это норма жизни, но поживем увидим, может быть, так оно и будет. Потому что, ну, точно уже известно, что Трамп и в администрации Трампа Нетаньяху уже просто не выносит. У них очень напряженные отношения. Так дружили Он не вроде как. достал. А? Дружили же вроде как. Ну, как дружили? Трамп злопамятный, он помнит, что первым его в 2020 году кинул Нетаньяху, признав Дементеса вновь избранным президентом. Вторым был еще один его тоже друг Борис Джонсон. Как там? Так что там дружба, знаете, Восток дело Таких трудное. друзей, да, таких друзей и в музей. Вот. В А, политике дружбы не бывает. Странная война между Индией и Пакистаном. Громкие заявления, красивые картинки. А там вообще. Нет, ну правда, то есть удар, ответ, авиация, Рафали позбивали. Потом Да, подтвердили, да. что позбивали, это не Да, какая-то 5 история. штук, да. Показали этих, Мираж, два Рафаля, Су-30 и МиГ-29. то есть какая-то вот прям такой очень интересный замес. Но все идет как-то, ну понятно, есть перестрелки, артиллерия и так далее, но все идет как-то не очень быстро, не очень решительно, что не соответствует Ну, заявлениям. а никому это не нужно. Я не думаю, что кому-то нужна особо эта война, потому что по слухам, после того, как Индия, перед тем, как Индия ударила ракетами, начала первый, да, ударила ракетами, там же между Индией и Пакистаном Иран стал посредником. Вот индусы передали иранцам просьбу, чтобы те передали пакистанцам, что, мол, вот мы сейчас ракетами ударим, давайте на этом закончим. Вот вы только не отвечайте там, вот на этом и закончим. Иранцы сказали, ну, слушайте, мы не можем такие вещи передавать. Это вот такие унизительные предложения. Вот, поэтому вот они ударили как бы вот провокацию. Я вот более чем уверен, что это была индийская провокация с Туристами, террористами. туристами Да, и террористами. да. Вышли из водного договора под предлогом, да. Моди националист, держится на национализме. Судя по сообщениям русскоязычных из Индии, индусы просто воодушевились. Давайте, вот мы терпели, давайте их размажем, этих мусульман, этих паков по стенке. Вроде как подъем патриотизма, Моди снова на коне, хотя у него там такая политическая ситуация была шаткая достаточно. С водными ресурсами вроде разобрались. Ну и что, пора закругляться. Так а где Пакистан будет воду брать? Ну, якобы в ближайшие проблемы у него должны начаться серьезные в течение 5 лет. Ну, пока, наверное, будут чуть-чуть давать, но электростанции строить, плотины электростанции начнут строить индусы и, соответственно, решат проблему энергообеспечения Севера Индии. Ну, а потом что? Потом видно будет. Ну, слушайте, вот раз-раз и вышли из договора, все, все, а теперь давайте закончим, все, завершаем. Вот и все. Но такие вещи, понимаете, они, на мой взгляд, и история знает немало примеров, когда вроде бы никто воевать не хочет, а за место начнется. То есть китайцы, например, поддерживают паков, да, и исторически, потому что китайцев свои проблемы с индусами. Соответственно, враг моего врага – мой друг. Британцы тоже поддерживают паков. Американцы и израильтяне открыто высказались по поддержку Индии. А здесь можно уже теперь теоретизировать и гнать вообще пургу часами. Да? Забит осиновый кол в сердце кирпичей.
потому что сейчас он столкнутся лбами Китай и Индия. Китай смотрит свысока, как его главный конкурент по индустриализации. Индия грязь погрязает в войне с Пакистаном. Ну и бла-бла-бла. На часы можно, да, на много букв и много кликов наговорить. Ну, пока что имеем, вот я считаю, что провокация была сделана, внутренние цели достигнуты, с водой индусы под благовидным предлогом разобрались, и теперь они хотят все завершить. Вопрос в том, хотят ли завершить это паки, потому что, ну, они воодушевились тем, что они сделали с индийской авиацией. Они подумали, а что мы можем повторить. Вот в чем вопрос. Еще одна очень важная тема. Слушайте. Подожгли. Белый дым пошел. И вот уже во время нашего эфира выходит новый папа. А кто им Это стал? Если не секрет. Роберт Прево. Это кардинал, родом из Соединенных Штатов Америки. Папе Римскому дали имя Лев XIV. Понятно, да, Да, да. он прошел большую часть своей карьеры в качестве миссионера в Перу. Его кардиналом назначал Франциск в 23 году. Сам он из Чикаго и поддерживал линию Франциска. Это что касается вот этой, ну, социальной справедливости, так называют, что, в общем, Да, да, да. Франциск его в Рим позвал, тот возглавил Ватиканский офис, отвечающий за отбор священников. То есть он отвечал за вот это. Ну, говорит, что для меня большая честь. Кастингом заведовал, Кастинг, понятно. да, кастинг-менеджер. Кастинг-менеджер, как вы называете Ватикан, хутор. Да, Кастинг-менеджер да, хутора. да, да, да. Но Трамп уже разразился тоже большой победой. Папа Римский, американец. Степан Геннадьевич. Так Трамп же должен был стать папой римским, нет? Он же типа намекал в своем True Social, что вот он должен стать папой. Так, ну, получается пророчество такое. Американец теперь папа. Да, слушайте, прям как Жириновский, все предвидел, а? Визионер. Знаете, сейчас, я думаю, будет столько статей, столько анализа, что же это значит, кто же там выиграл. А, Дело в том, что первый раз пошел черный дым, да. Но это как скорее всего, это выборы этого Мерца. Первый раз прокатили, второй раз, ну ладно, достало здесь сидеть, расходимся. Там в Ватикане, вот когда дело после выборов Папы Франциска, там действительно было такое брожение масс, это шатание, разброд и шатание, как говорят большевики. Там все было схвачено и все сделано так, чтобы больше это не повторялось. Поэтому, значит, были подписаны определенные всеми бумажки, достигнуты определенные договоренности, что вот этот вот человек будет номинально возглавлять церковь. И все. А куда она пойдет, что она пойдет? Ну, на мой взгляд, скажем так, все эти религиозные вещи – это, ну, не самая главная деятельность хутора. И все. Но пусть аналитики пишут. Ну, такая главная деятельность Ватикана с Папой Римским, американцем. Как Ну, я не изменится? знаю, слушайте, вот, зная немножко вот другую сторону медали, да, хоть что-то лысого назначить. Антихрист, кстати, пришел же антихрист. Был последний черный папа, он открыл шестые врата. Все, следующий антихрист. Вот антихрист. Лев XIV? Да. Ну, почитайте, слушайте. Вы как в это самое, не знаю, где живете. Франциск черный папа, он же иезуит весь в черном. Черный. Шестые врата открыл. Значит, это был последний папа, а следующий папа будет антихрист. Вот конец света и пришел к конец времен. А вы сидите, обсуждаете, Вы знаете, что там Трамп написал. я был юный и ждал в 2000-м на миллениум тоже, потому что и Ну, там с всякие... календарем потом был какие-то непонятки с календарем мая, видать, не то посчитали. Либо индейцы майя там не то закодировали. Пронесло. А вот сейчас вот все, железно, антихрист пришел.
А, Давайте подытожим. А что, прекрасная аналитика, ничуть не хуже, чем все, что напишут. Давайте подытожим. Все-таки самый главный вопрос. Все-таки завтра парад. И есть ли шансы, что это трехдневное перемирие хоть каким-то будет плюс-минус, ну, не громким, хотя оно уже таким не есть, и перерастет в большее перемирие? И есть ли вероятность того, что договорятся? Вот все-таки при всех вводных, при всем Трампе и с его своеобразием, ну, вы выражаетесь по-другому, Да. есть ли Вот, такие перспективы? не вижу. Вот я могу быть слепым, но таких предпосылок я пока не вижу. Будут ли какие-то, скажем так, эксцессы и провокации в смысле эскалации на 9 мая? Думаю, будут, но, наверное, не в Москве, а в других городах. Ну, и, соответственно, пойдет эскалация дальше. А договорятся, ну что там, Витков разговаривает, создает комиссии для обсуждения планов по созданию рабочих групп и комиссий. Ну, будут долго еще говорить. Да, значит, друзья, давайте подведем итоги нашего сегодняшнего опроса. Он вот такой получился. Судя по последним событиям, кто геостратегически набрал больше очков для своей страны, ну вот для себя, у кого больше под себя подгреб всяких плюшек геостратегических, это важно, то есть это внешний контур и стратегия дальнейших действий. 2% Украина, 8% США, 32% Китай и Россия 58%. Ну, good luck, ребята, good luck. Вы не верите в такой результат, что у России Нет. сейчас больше геостратегических преимуществ? Понимаете, есть предпосылки к геостратегическим преимуществам, но на пути реализации этих предпосылок и превращения предпосылок в реальные преимущества, ну, стоит определенная система. Все. Система Так что чего? ну, управление власти. Я вот просто еще раз, я пока не вижу. Если есть что-то можно прокакать на пустом месте, эта система вот стопроцентно это сделает. А вы говорите какое-то геостратегическое преимущество. Ну, верьте дальше. Друзья, переходим к вашим вопросам. Начинаем с вопросов из сообщества YouTube, те, которые задавали заблаговременно. Вадим Коваленко спрашивает: добрый вечер. Биткоин сегодня больше 100 тысяч долларов. Какие ваши прогнозы? Без понятия, не интересует биткоин. Не торгую я им. Нет, ну это тоже показатель, что упал, а потом поднялся. А, Вы знаете, это такой показатель, что вот на фоне, скажем так, других рынков, это рынок неликвидный. Поэтому его можно там на 10-20% укатать с позиции, имея там 100, может быть, 150 миллионов капитала. Константин, здравствуйте, уважаемый. Вопрос Степану Геннадьевичу. Значит, слушаю некоторых экспертов, и все в один голос утверждают, что при смене нелегитимной власти на Украине на легитимную, сделку по продаже Украины можно расторгнуть. Вопрос, как? Предположим, расторгнут, но американцы наложат катастрофический букет санкций на Украину, и да и друзья некоторые европейские присоединятся. Получается, пожизненно продано, спрашивает Константин. Ну, вот вопрос легитимности Зеленского, легитимности Рады, еще раз, это закладка такая на будущее, потому что она может сыграть элементарно по-разному. Например, американцы уходят из украинского кризиса. Они, значит, уходят из Европы, грубо говоря. И тогда, если, скажем, новая, легитимная теперь украинская власть поднимает вопрос, ну, что они с ними сделают?
санкции наложат. Ну, во-первых, это будет уже власть, ориентированная на другие, как теперь принято говорить, полюсы в многополярном мире, которым на американцев будет с высокой колокольни. Люди же не обращают внимания на то, что происходит в мире. А сейчас вот все эти сборища, ой, простите, пожалуйста, нехорошо так говорить, это все-таки уважаемые люди. Все эти дискуссии, приезды, обсуждения, подписываемые договора, все вот эти вот договора, которые сейчас подписываются в Юго-Восточной Азии, все, что проводится, оно показывает, что вау, а нормально люди вообще без пиндосов живут, без их так потребителей, потому что в Юго-Восточной Азии потребительский рынок, ну, он в разы глубже, например. Уже, в принципе, американцы становятся нерелевантными особенно. У них еще осталась какая-то, скажем, остатки былого военного величия, могущества, финансовая система как оружие и политическая система как оружие. Поэтому, если дело до этого дойдет, значит, новая украинская власть, легитимная, вполне возможно, будет ориентирована на несколько иные центры силы. А, соответственно, вопрос о легитимности той же Рады, того же президента, которые все это подписывали, он может заиграть совершенно другими красками. С другой стороны, если ничего не происходит, и, скажем, американцы не уходят из Европы, но наступает какое-то перемирие, приходит новая власть, которая избирается легитимно, значит, на период действия этой новой легитимной власти договор остается в силе. Поэтому тут что в будущем будет? В обе Да. стороны нужно сыграть. Деминян. Как бы Степан Геннадьевич решил проблему Украины как прокси Запада против России? Так же, как Путин 24 февраля? Или были другие варианты? А, вот хорошо, знаете, рассуждать постфактум. Да? Вот если смотреть постфактум, то у Путина других вариантов не было. Потому что, да, можно было дождаться, скажем, нападения Украины на Донбасс, которое планировалось там на апрель-май 22 года. Все равно бы Россия моментально стала бы агрессором в глазах международного общественного мнения, все те же санкции, все то же самое. Но одно дело напасть первым, пусть даже так коряво и по-идиотски как это было сделано, а другое, скажем так, сдерживать уже чье-то нападение, которое шло, во-первых, с прекрасно подготовленных позиций, с линии обороны прекрасной, которые были у украинской армии. И они бы, я думаю, украинцы быстро взяли Донецк. Это значит, нужно отбивать Донецк и дальше по списку. Поэтому я думаю, что в той ситуации Путин выбрал просто наименьшее зло. У него не было другого выхода. Его очень грамотно, красиво загнали в угол. И у него был только один выход. Значит, Степан Геннадьевич. Ну, ему еще постоянно проговорили, как мы тебя боимся, только не вздумай напасть. Да, Да, Степан Геннадьевич, проходили все. вы много раз говорили, что в мире нет больше оружия и помощи для Украины. А как же бескрайние американские пустыни, законсервированные бронетехникой F-16, 15? За 3 года российско-украинской войны эти запасы еще даже не трогали, а там десятки тысяч каждого наименования. А я вам больше скажу. Объясните сами себе, почему, когда Украине дали 30 Абрамсов или 32 Абрамса, тому же Марокко поставили, по-моему, что-то в районе 100 или 150 Абрамсов и под 400 Брэдли. Ну хорошо, ну а если говорить дальше? Ну дадут им эти Абрамсы, дадут эти Брэдли. А снаряды к ним откуда возьмутся? Из воздуха? Их нет. Ну дали вам Патриот, ракет к ним нет. Ну нет их в природе, понимаете, их производить нужно. Эдвард, с праздником вас, уважаемые. Вопрос гостю. Степан, не приходила ли вам в голову мысля, что в сделку о недрах включили отторжение 4 областей и Крым от Украины и признание их территории Россией? Может, вся секретность именно в этом? Не знаю, не буду утверждать. Честно говоря, серьезным вопросом не интересовался. Просто надоело это уже все. Это реально.
все вот это вот новостной шум, все вот это вот непонятное, все вот это вот непонятное русофобство, как говорил один известный персонаж. Потому что, еще раз, это все возня, да? Вот как мы с вами обсуждали в начале года, что примерно будет, вот оно так и идет. Ну и нафига отвлекаться на все. Значит, Владислав, добрый вечер. Александр Степан Геннадьевич. Вопрос Димуре. В случае решения со стороны Трампа о введении новых санкций, связанных с пошлинами в 500%, приведет ли это к автаркии в России? И какие этого плюсы и минусы для России и мира в целом? Спасибо. Ну, авторки уже, по-моему, сейчас практически существует. А, Ну, сильнее всего, разумеется, пострадает Китай. Ну, еще раз я вам говорю, что очень быстро может образоваться такая трейдинговая компания, скажем, от хутора, которая будет покупать вот эту вот кровавую нефть российскую, ну и тут же ее продавать. Ну, тем более папа свой. Ну да, формально папа свой. Папа свой. Ну, у Трампа, да, у него папа свой. Что с него взять? И вы будете накладывать пошлины на Дух Святой? Ведь смотрите, там есть такая организация у них, монахи называется. Все знаменитые спецслужбы мира боятся их как огня. Могут и прислать. Значит, Поэтому все вопросы решаемы, понимаете. Все решаемый вопрос. Если говорить серьезно, вопрос только в увеличении транзакционных издержек. И мгм. потом, ну хорошо, вот даже вот если все будет, как планирует в Вашингтоне, наложим санкции, Россия не может продавать нефть, все там внутри летит в тартарары. Ну, наложили вы санкции. Замечательно. С рынка ушло где-нибудь 3,5–4 миллиона баррелей нефти в день. Что будет с ценами? А что будет с потреблениями в Штатах, в Европе, везде, в той же Японии? И насколько я понимаю, люди уже очень сильно, причем люди, не просто люди, а в верхних эшелонах власти, они очень сильно устали уже от этого рыжего клоуна. Поэтому все может случиться очень быстро, например. Значит, здравствуйте, Александр и Степан. Вопрос к нашему гостю. Во время СВО я открыла свой бренд одежды и аксессуаров, и дела идут отлично. Но меня беспокоит, что из-за мирных переговоров могут снять санкции с России, и на рынок хлынут западные и японские бренды. Какова вероятность отмены санкций в ближайшее время? Низкая. Она уже такая с начала года низкая. Вот уже, считайте, пятый месяц, и ВОЗ ныне там. А все, что вы нам прислышите по регистрации товарных знаков с западными компаниями. Ну, посмотрите, сколько времени прошло с момента их ухода. Пора бы товарные знаки обновлять, регистрацию, да? Чтобы не отобрали. Никак не связано с возможным быстрым приходом. Мгм. Вопрос. Объявление о смене доллара на евро украинским руководством во внешних расчетах. Как этот политический вброс относится с подписанием соглашения о недрах? Без понятия. Я знаю, что там написано, что Украина обязуется позволять выводить все доллары без налогообложения и не препятствовать выводу капитала долларов. Без понятия даже. Но, Вот, ну, не но свои изучил. расчеты будут теперь в евро. Ну, к этому идут, по крайней мере. Странная какая-то Ну, ну, диспозиция. наверное, поскольку американцы всячески стараются передать Украину на баланс Европы, наверное, может быть, это с этим связано. Ну, американцы же Трамп заявил, что он передает миротворческие усилия теперь туркам. Ну, не смог он, да. Пусть турки этим занимаются. Диму, Может, расскажите. завтра что-нибудь новое заявит, не знаю.
Ну, обязательно что-то новое заявит. Тимура, скажите, что там по Причерноморью? Кому достается море по итогам Я сделки? думаю, что по факту достанется России, Одесса, Николаев по факту. Потому что были, если бы у Трампа хватило мозгов его администрации всего порешать сейчас, то условия были бы такие, какие были озвучены тем же Путиным, по-моему, аж прошлой осенью. Но, как мы видим по истории, каждый раз, когда возникает вопрос о мирных переговорах, определенные условия выдвигаются, через год-полтора условия становятся значительно более жесткими не в пользу Украины. Поэтому в этот раз мирный процесс снова британцы с европейцами сорвали. А в следующий раз будут уже другие условия. Очень рада, что Степан нас радует каждую неделю своим появлением. Здоровья вам и удачи, Елена. Спасибо. Не, Eleven Star пользователь. Вопрос. Мнение по поводу звонка Путина Нетаньяху и мнение по поводу цены на нефть. Какая минимальная, когда опять повышение будет? Я, честно говоря, не отслеживаю все эти звонки. И опять же, просто неинтересно. Потому что есть некое видение развития ситуации. Пока что это видение у меня уже аж 7 октября другого года, когда все началось. И пока что все идет, как говорится, по плану, даже с опережением. Поэтому отслеживать все эти звонки, кто кого послал, кто кого принял, ну, на развитие ситуации это не влияет, поскольку роль в личности в истории сильно преувеличена, за исключением отдельных моментов. Вот сейчас как раз на Ближнем Востоке такой момент, и там есть сильнейшая личность, это Нетаньяху, могильщик Израиля. Так что пожелаем ему успехов. Значит, Татьяна спрашивает, поздравляет с Днем Победы и спрашивает, насколько грамотен в политических, экономических разборах Ростислав Ищенко, с вашей точки зрения. Я даже не знаю, кто это. Ну, есть Господин. политолог, я так понимаю, это с украинскими, с Не украинским. знаю, еще раз, я стараюсь. Сейчас Андрей спрашивает, сейчас часто начали обсуждать цифровизацию и влияние на людей. Степан Геннадьевич, что вы думаете об этом? Ну, мол, люди станут приложением для приложений. Вас это не беспокоит? И по мере вероятного замещения людей на рынке труда инновационными программными продуктами, как вы относитесь к фантастической идее по перемещению человеческого сознания в сети интернет? Спасибо за ответ. Ну, начну с конца. Во-первых, нужно разобраться с тем, что такое сознание. Здесь официальная наука вам не поможет, от слова совсем. Вопрос сознания, он метафизический. Поэтому, еще раз, официальная наука, все эти визионеры, болтологи, айтишники вам здесь не помогут. Поэтому этот вопрос можно считать закрытым. Они могут помещать в своих влажных мечтах в сети интернет все что угодно. Что касается развития интернета, ну, есть зумеры. Я, честно говоря, не очень высокого мнения об этом поколении. Ну, в силу просто тех условий, в которых они воспитывались, росли. Значит, следующее поколение будет еще, скажем так, интереснее, чем зумеры. Ну, просто придумаем конкретно примерно, к чему все идет. Был такой когда-то давно на заре поисковик Google. Отличный был поисковик. То есть работал прекрасно, с минимумом рекламы. Потом поисковик стал превращаться в большую корпорацию. В определенный момент поисковик стал влиять на ранжировку выдачи. А теперь поисковики отойдут снова в прошлое и будут заменены искусственным интеллектом, так называемым. На чем же обучается искусственный интеллект? Он обучается на выдаче поисковиков. И плюс к этому он, как и цифровая валюта центральных банков, может быть что? Он может кодироваться. Если Google сейчас уже очень далек от реальности, если вы, скажем, сделаете запрос по любой животрепещущей теме, то
и вы разбираетесь в этой теме, просто из любопытства сделайте запрос, то правда в этом не найдете в принципе в Гугле ответов. Если на 10 или 11 странице может быть. А теперь на этот уровень будет еще наложен уровень уже следующей фильтрации. Это искусственный интеллект. То есть следующее поколение за зумерами, так, зумеры S, суперзумеры, они будут еще более оторваны от действительности, еще более, скажем так, альтернативно одаренными, чем зумеры. Вот к этому и движемся. А такими баранами управлять одно удовольствие. Реально. Так, значит, ну вот такие, вот такой вопрос. Ну, почему-то люди думают, вы разбираетесь. Уважаемый Степан Геннадьевич, можно ли связать напечатанные деньги по программам Quantitative Easing, Вон те, да. ПРС, Quantitative, да, с переворотами и войнами, возникающими во всех частях Земли? Не развязывание ли войн и военных конфликтов было истинной целью количественных смягчений? Ну, во-первых, количество смягчений деньги практически не печатались, да. Это вам безграмотные теоретики и эксперты говорят. А что такое деньги? Это монетарная база. Посмотрите монетарную базу США, посмотрите портфель ФРС. Вот. Численное смягчение – это как раз увеличение портфеля ФРС, когда они создают не деньги, а записи на счетах электронные. Это не деньги, это не доллары печатаются. А что касается всех этих теорий про сбрасывание энтропии, еще что-то, да. Есть такие замечательные циклы Кондратьева, которые Кондратьев открыл в начале 19 века. Поинтересуйтесь, что это такое. Там все прекрасно изложено. Когда бывают войны, почему они бывают, экономические циклы Кондратьева, их продолжительность этих циклов и тому подобное. Эти циклы были и до формирования ФРС в 2013 году. Поэтому просто, когда люди не знают базы или не хотят ее знать, они любят верить всяким сказочникам в интернете и в Ютубе. Чат-трансляция, переходим сюда. Кредоид, согласны ли вы, что РФ занимает ведомую позицию и в экономике, и в геополитике? Почему, доколе и кем ведомую я еще добавлю от себя? Ну, ведомую в каком смысле? У нас есть карьера, у нас есть скважина. Официальная политика в течение многих лет, десятилетий была такая, что больше нам ничего не нужно, потому что все остальное мы купим. Отсюда практически отсутствие ИТР. В основном выпускались манагеры, уристы и экономисты, никому в таком количестве не нужные. А когда Россию отрезали от международного разделения труда, вдруг выяснилось, что как раз нужны люди, которые имеют прямые руки и кривые извилины, а не наоборот. Увы, таких казалось мало. Отсюда все сейчас опять потуги привлечения людей в технические специальности и тому подобное. Поэтому ведомое в смысле того, что, ну да, у нас есть полезность компания, замечательно. Давайте будем на этом жить. Ну вот они так и живут. В политическом смысле, ну давайте вспомним того же Бжезинского, который в 2000 году он выступал на конференции, и кто-то из умников спросил его, в Москве была конференция, а вот вы тут все рассказываете про то, как управлять миром, но ведь у России же есть национальные элиты. Ну, Бужинский посмотрел на этого человека как на идиота и сказал следующее, что, скажите, паста, вот в наших банках лежит 500 миллиардов долларов вашей элиты. Вы думаете, это ваша элита или наша элита? 500 миллиардов цифра была на 2000 год. Сейчас она там уже за несколько триллионов. Вот вам ответ на все вопросы. Да, Алиса Селезнева. Так работает обычная колониальная система. Как вы думаете, откуда в Британии столько индусов и паков? Это потомки как раз в основном колониальных манагеров.
И где Ой, находится так называемая российская элита? В том же Лондоне. Так чему вы удивляетесь? да нет, я тут попалась, пришла ой, новость, да. Ну ладно, потом Ну, давайте разберемся. посмеемся, ну, давайте уже посмеемся. Давайте. Зеленский искренне поздравляет папу римского Льва XIV с избранием на престол Святого Петра и началом понтификата. Украина высоко ценит последовательную позицию Святого Престола, потому что нужно придерживаться международного права, осуждать военную агрессию России против Украины и защищать права невинных гражданских граждан. Этот решающий период для нашей страны, он надеется на дальнейшее сотрудничество, моральное, духовное плечо со стороны Ватикана, усилий Украины, которые нацелены на справедливость и длительный мир. В Да, общем, сколько раз Зеленский посылал папу Франциска? так в том-то и дело, понимаете, в чем дело? Как вот перевернули, подарки странные дарил там с окровавленными там, Да, вел совершенно неуважительно, стоял в присутствии папы, сидел в присутствии папы, да. являлся в этой своей вонючей майке. Поэтому, ну, слушайте. Ну вот просто какая-то, знаете, такая какая-то королевство кривых А он не зеркал. понимает, что тогда это можно было, да, тогда он был на коне, а сейчас он под конем, поэтому нужно вести себя прилично. Ну, не понимает. Алиса Селезнева. Господин Димура долго жил в Америке, сейчас в России. Где ему нравится больше? Честно говоря, в России. Потому что я видел развал Совка, я бежал от развала Совка, а потом еще бежал от развала Америки. С меня развала двух империй хватит. Я уж поближе к этой погребной яме поселю и к кухне. Мгм. Значит, уважаемый Александр, спросите Степана, покупать ли нефть. Пора уже, цель 60 выполнена, ниже не пойдет. Богдан интересуется настойчиво. Не, я думаю, пока не пора, потому что думаю, что сейчас еще вот это вот весь этот маразм с переговорами между Ираном и американцами продлится какое-то время. Израильтяне будут копить силы, потом у Бенечки не выдержат нервы, и он что-нибудь отчебучит. Но я думаю, месяц я бы ему где-нибудь дал. Поэтому я думаю, что в течение месяца спокойно можем еще попадать. Red Monkey вопрос. Степан Геннадьевич, возможно ли печать доллара в России с целью увеличения его инфляции? Втайне от США, конечно. Матрица же точно есть? Спасибо. Да, конечно, есть. Она еще есть в Северной Корее. Просто вы опять кто-то какой-то херни начитался. О, боже мой. Еще раз откройте и зайдите на официальный сайт ФРС США. Посмотрите на монетарную базу. Это доллары напечатанные. Причем примерно две трети этих напечатанных реальных долларов в обороте вне США. Потом посмотрите на портфель ФРС, на его размер. Ну, грубо говоря, монетарная база там, условно говоря, наверное, 800-900 миллиардов. Портфель ФРС, по-моему, 7 или 8 триллионов. И подумайте, сколько же вам придется напечатать зеленых бумажек, чтобы, например, инфлировать портфель ФРС в несколько триллионов. Заглянуть, спечатать. Мгм. Понятно. Значит, Владимир, хуситы чуть не подбили авианосец Гарри Труман. Хуситы что, лидеры в гиперзвуке? На самом деле у хуситов своя есть действительно инженерная школа, но в основном это, я думаю, иранские инструкторы и иранские компоненты. А Труману, да, ему пришлось сделать маневр по уходу от снаряда. Ну, Но еще раз, у я хуситов, вам так подождите, скажу. у хуситов русские ракеты? Нет, иранский. Так, подождите, иранский гиперзвук откуда? Это иранский гиперзвук. Ну, то нет, ну, смотрите, мы им помогали, конечно, но система наведения это иранские. Что значит иранский гиперзвук?
В гиперзвуке есть одна проблема – это связь с окружающим миром, потому что на скоростях больше, чем Мах-5, образуется облако плазмы вокруг изделия. И чем больше скорость, чем выше скорость, тем больше толщина этого плазменного слоя. Соответственно, ваши коммуникации с внешним миром, мягко выражаясь, сильно ограничены. Мгм. Были разные решения у США и у России. Сейчас там немцы совместили эти решения. Я думаю, что эти решения им тоже были переданы в свое время. Но конструктивно полностью иранский гиперзвук, он изготавливается на территории Ирана. Ну, там гиперзвук такой, на твердотопливных двигателях. Разогнать болванку до дикой скорости, на такой скорости главное ей управлять. А вот сейчас иранцы выпустили уже крылатую ракету гиперзвуковую на прямоточных двигателях. Когда представили фотографии, я увидел до боли знакомые обводы. Да, это наши старые гиперзвуковые двигатели с того же гранита. А иранцы тут представили еще одну ракету средней дальности с КВО в 1 метр. И с дальностью больше 1200 километров, тоже гиперзвуковую. Поэтому у хуситов есть игрушки. И эти игрушки, скажем так, спокойно разберутся с авианосцами. Они их пока не применяют в силу определенных геополитических раскладов. Но игрушки готовы к применению. Так, значит, вопрос, почему Россия от Мухтара Аскарова не обратилась к помощи войск АДКБ в Курске? А толку-то? Ну, обратиться, чтобы тебе отказали? Ну, смысл. Кто бы туда послал войска? Казахи кто? Белорусов не надо тревожить, у них и так ситуация, они в авангарде, понимаете ли, стоят. Ну, просить, чтобы отказали, и толку от этих войск. Когда есть товарищ Ким со своим спецназом, если нужно, товарищ Ким, весь ужас в том, почему все это, ну, не ужас, а почему это озвучили перед парадом 9 мая, и как раз когда там Трамп начал отползать и раскрывать рот снова на матушку Россию. Ну, намек такой, что, ребята, вы там в своей педрильне собираете 1050 войск, да? А нам товарищ Ким 200-300 подкинет вообще. Говно вопрос. Они до Берлина дойдут. Я думаю, что, кстати, северокорейские войска еще и коробочкой пройдут по Красной площади. Так, чтобы месседж дошел до адресата. Мы не стесняемся, они не стесняются. У Ну, нас там там нет как-то проблем. странно сейчас с участниками парада. Или вы не про парад имеете в Нет, виду? я имею в виду, коробочкой пройдут северокорейские войска. Я думаю, пройдут они по Красной площади во время парада. А, думаете, да? Мгм. Да, я думаю, их пустят. Ну, завтра проверим. Ну, просто там по списку вроде как нет. И тоже с Азербайджана должен был быть Алиев. Нет, я имею в виду не Уехал. говорящие головы, а именно войска, кто будет идти по Красной площади. Так Я нет думаю, их что там там. северокорейцы будут. Нет, там китайцы есть, корейцев нет. Ну, в списках. Вот в войсках, да? Да, да. Странно. Ну, Ну, странно. И посмотрим. азербайджанцы Просто должны пусть были будет. быть. Непонятно теперь, будут они или нет, потому что их президента нет. Поэтому там есть какие-то изменения определенные. Ну, это все как бы увидим. Тут так, дело такое. А, Значит, вопрос, почему в Грузии мир, а в Украине война. Ситуация ведь очень похожая. Вот России войск и также э, дошли до Тбилиси. Ну, в Тбилиси не заходили. Не, ну, в Грузии соросятник выкинули. И Грузией рулит этот самый товарищ Иванишвили. Проверенный кремлевский товарищ. Поэтому соросятников оттуда выкинули, и, соответственно, грузин хватило ума ни во что не ввязываться. Хотя их очень и очень сильно к этому толкали. А украинцев не хватило. Ну и Мгм. получили то, что получили. Максим Чернов, скажите, пожалуйста, свое мнение насчет Камолова и Трудового фронта. Я что пропустил? Не знаю, я первый раз слышу. Аналогично, поэтому не в курсе. Спрашивает пользователь, а почему Беларусь в авангарде? Что вы имели в виду? Ну, в авангарде борьбы с Педрильней, с Евросоюзом. Стоит там вот прям, можно сказать, границы с сильнейшими европейскими армиями, прибалтийскими и польской.
Поэтому зачем лишний раз их подвергать какому-то риску, провокации и тому подобное. Они ждут, стоят своего часа, дан приказ, и они уже в Киеве. Так, значит, вопрос. Отмечает ли Степан День Победы? Ева спрашивает. Я его отмечаю, только я его отмечаю не как праздник, а как день траура. По тем потерям, которые мы понесли, как всегда, виновные в этих потерях не были наказаны, а были премированы, стали героями, так называемыми. Чтобы вы понимали, вот все это победобесие, оно уже началось при позднем совке, по одной простой причине, что все это началось как такая, знаете ли, уже последняя подпорка угасающему режиму, после того, как значительная часть ветеранов, людей, прошедших войну, ушли из жизни. Потому что они видели, что такое война, они знали, что такое война, и воспринимать это как большой праздник они были не в состоянии, и никаких парадов никогда на 9 мая не приводилось. До позднего застоя, прежнего имею в виду. Вот и все. Друзья, всем большое спасибо за то, что посмотрели этот эфир. Поставьте лайки, напишите, что думаете в комментариях. И, конечно, увидимся через неделю со Степаном Геннадьевичем в следующий четверг. Степан Геннадьевич, благодарю вас за время и мысли. Спасибо вам, что пригласили. Друзья, берегите себя. Совсем скоро в прямом эфире шум. Пошумим немного перед сном. Ну и обязательно встретимся. Добра